Всем привет, меня зовут Веруша, и я записываю видео с острова Пхукет. Я прилетела в Таиланд, и я хотела сказать первое впечатление в этой стране. Вообще в Таиланд я на самом деле не собиралась, и у меня никогда не было мечты посетить эту страну. Я не знаю почему, но вот никогда я даже не рассматривала, чтобы поехать. И так как сейчас цены в разные страны очень разнятся, я рассматривала Эмираты, которые я очень люблю, но цены сейчас просто сумасшедшие туда. Я хотела в Дубай, и хотела я изначально полететь одна. В итоге я полетела не одна, вот. Но одной было очень дорого, да и двоим даже. В принципе, в те отели, которые я смотрела, я люблю такое, чтобы не совсем такое простенькое было, вот. И, в общем, никак у меня не сошлось дебет с кредитом, не сошлось с моим бюджетом. И на самом деле я хотела полететь потом на Бали, но Бали очень далеко, все-таки 16 часов, нужно на очень долго лететь, на недели 3. В общем, отложила тоже эту поездку на лето, наверное, посмотрим. И остался у меня там Шри-Ланку, я еще рассматривала. Как-то, в общем, осталось у меня вот две страны, это Таиланд и Шри-Ланка. Так. Остальное все отмела. И в итоге, Кубу, честно говоря, вот сейчас как-то, во-первых, и время такое, да и вообще как-то Кубу, не знаю, пока еще не готова вот к такому сервису, который есть там, что представляет, пока, наверное, надо себя подготовить к нему. Поэтому... В общем, из двух зол я выбрала Таиланд, потому что мне очень понравился отель, в котором я нахожусь. Я сделаю отдельный обзор, расскажу про него. Он потрясающий, он безумно красивый, в колониальном стиле. И я хотела сказать первое впечатление. Мы вчера ходили на рынок, на Walking Street, самую популярную улицу, которая находится на Патонге. И на самом деле в этом что-то есть, вот эти уличные всякие кафешки, не как макашницы их называют. И как-то я вообще привыкла к такому нормальному сервису, но мне так нравится вот это вот, когда все люди, вот они смешиваются вот в этом рынке, и все кушают там на улице. В Москве я так, наверное, не смогла бы это все кушать, у меня были бы подозрения. Здесь очень вкусно, я попробовала и жареное мороженое, уже и всякие такие там морепродукты, которые готовили. В общем, очень-очень вкусно, потому что там миф был, мне говорили, ты отравишься, но пока еще жива, пока еще не отравилась. Вот, ребят, что еще хотела сказать, тайцы очень приятные. Я думаю, что, в принципе, много людей, конечно, наверное, были в Таиланде, любят его. Действительно, очень дружелюбные, улыбчивые, очень прям мне симпатичные эти люди. И погода такая, конечно, есть немножечко влажность, но вот мы прилетели, был дождик. Так, сейчас у меня просто рука затекла. Мы прилетели, был дождик, а сейчас погода восстановилась. Вот, и дожди тоже здесь кратковременные. Погода восстановилась, и сейчас там иногда заходит за облака, но очень редко. Вот сегодня, наверное, раза два так было. Вот, и, наверное, градусов так 30 по ощущениям. В общем, очень тоже без погоды, прям все отлично. У меня есть, мы заказали номер с бассейном, прям выходом из номера. Тоже, в общем, все покажу. Вот сзади меня там находится ресепшн, безумно красивый, с пианино. Желающие могут поиграть на нем. И, в общем, уже украшено к Новому году. Тоже покажу, безумно красиво. Я просто, когда увидела этот отель, я просто моментально в него влюбилась. У меня сразу в голове было много картинок, что я буду в нем делать. Но когда собиралась одна, в итоге вот, наверное, не все осуществлю. И с удовольствием уже, в принципе, понимаю, что сюда вернусь. Здесь есть сад еще очень классный, где можно выйти, вот просто посидеть, птички поют, он спокойный, в отличие от Патонга. То есть то размещение я, честно говоря, даже не рассматривала, потому что это вот бесконечные вот эти вот всякие бары, рестораны и много людей. Так что, мне кажется, я все, наверное, сказала. Летела я Аэрофлотом. Очень выгодное было приложение, потому что один перелет был, мне посчитали там 300 тысяч Аэрофлотом, а здесь как бы и отели, и все. Как называют таких людей, пакетники.
кто-то, кто заказывает на букинге. В общем, я пакетник, да, я заказала пакетный тур, и вышло это очень даже в такую нормальную сумму абсолютно, которую могут себе, в принципе, все, я думаю, позволить. Вот, ну такая средняя. Что еще хотела сказать? Да, и, конечно, я очень рекомендую вот просто вот от чистого сердца лететь именно Аэрофлотом, если есть такая возможность и хорошее какое-то предложение, потому что это безумно комфортно. Полет пролетел очень быстро. Вот я в том году летала на Мальдивы и тоже Аэрофлотом. Просто вот, ну, полеты проходят просто действительно мега комфортно. Так что я почитала там вот просто вот страшные истории про то, как на других, там типа Airbnb, Azur Air или Red Wings, то есть там вообще какие-то страсти пишут про эти компании, но они мне предлагали Red Wings, с полетом Red Wings, мне предлагали очень крутой отель, лакшери, который только открылся, поэтому он стоит даже дешевле, чем мой отель, который я выбрала. Но, к сожалению, Red Wings, поэтому здесь без вариантов. Тем более я летела не одна, я просто отказалась, хотя это, конечно, безумно было тоже интересное предложение. Имейте в виду, тот, кто досмотрит вообще, в принципе, меня до конца, и тот, кто собирается в Таиланд, есть такой отель The Marina Resort Phuket, он только открылся, и у вас сейчас есть возможность в него полететь довольно бюджетно, потому что еще не так много людей, и отель, как я уже сказала, новый, поэтому на него сейчас очень-очень хорошая цена. Скорее всего, потом, конечно, он будет стоить очень дорого, потому что он к линейке лакшери относится, вот эта приписка. Все, наверное, я закругляюсь. Я не знаю, все ли я сказала, не все. Мы сегодня были, кстати, тоже потом расскажу, на пляже, уже на 2 пляжах были, на главном Паттонге, и вот сегодня были на... Ой, у меня вылетело из головы, как этот пляж называется. В общем, все потом расскажу. Здесь, конечно, безумное количество еды, наверное, на любой вкус. И они повсюду здесь. Так что, в общем, тоже эта история. То есть там даже на пляже всякие эти милкшейки стоят вообще какие-то копейки. Реально там из манго тебе делают настоящего. В общем, и все такое прочее. В общем, очень-очень вкусно. Все, не знаю, интересно или нет, но, в общем, на Пхукете, так что смотрите меня, буду записывать видео разные, и увидимся в следующем видео, я запишу его очень скоро. До новых встреч, я передаю привет из солнечного Таиланда. Я знаю, что многие меня будут смотреть из зимы, и вообще у меня традиция зимой улетать куда-нибудь в теплые края. Так что до встречи, увидимся в следующем видео. Пока!